Всем привет! Сегодня хочу поговорить о двух книгах, которые не могли не привлечь мое внимание, потому что одна называется «Как мы учимся», вторая называется «Как научиться учиться». И я хочу поделиться сегодня с вами своими впечатлениями от этих книг после их прочтения, потому что они произвели на меня неизгладимые впечатления, каждая по-своему. И первое, я прочитала «Как мы учимся», и на эту книгу у меня были очень большие надежды. Я, в принципе, начала ее читать в тот момент, когда мне показалось, что я немножечко уже подустал от когнитивистики, от вот этих всех процессов обучения. Я думала, что эта книга вдохнет в меня вторую жизнь, что она мне много чего раскроет, покажет. И, ну, как вам сказать? Во-первых, эта книга очень тяжело читается. Я не знаю почему. Возможно, виноват перевод. Я не знаю, может быть, она изначально такая. Вроде бы все по делу. Интересно, достаточно много интересной информации. Но так тяжело. Я ее читала, наверное, больше 2 месяцев. Потому что просто вот я не могла продраться сквозь эти слова. Хотя, ну вот, вроде бы ничего такого необычного. Нету каких-то слишком сложных терминов. Как бы для меня вообще ничего сверхнового не было и так далее. Ну как-то, ну вот, сложно. Сложная для прочтения книга. Вот. В основном там, конечно, акцент идет на биологические процессы, на физиологические процессы, которые происходят в нашем мозге. Очень много сравнений с искусственным интеллектом, о том, как его создают, опираясь на новые открытия в мозге. Это, конечно, интересно. Плюс вы убедитесь в том, что машины нас вообще не скоро захватят, потому что все-таки их устройство достаточно примитивно по сравнению с нашим мозгом. И вот этого вот сравнения с машинами, мне кажется, слишком много было. Ну, вот как по мне. Потому что хотелось больше физиологии, хотелось больше именно про людей послушать, а очень много про машины написано было, точнее, в этой книге. И самое большое мое разочарование состояло в том, что очень мало практического применения. То есть очень-очень много теории, такой теории, теории, я не знаю, как это называется, в общем, таких рассуждений, рассказов, а вот практического применения по сути нет. Но хотя вроде как эта книга не предполагала это дело, хотя мне казалось, что она все-таки должна рассказать, как мы учимся. Ну, сам процесс она объяснила, но что с этой информацией делать, практически не объясняется. Да, там есть последние 4 главы, которые как бы предполагают практическое применение, но они нам говорят о том, что обращайте внимание на то, что вы учите, получайте обратную связь, не забывайте про консолидацию, а это значит не забывайте про сон, и в принципе все. Ну вот, как бы это и все практические советы. То есть мне как бы было откровенно мало, откровенно хотелось больше как-то раскрытия, больше каких-то подробностей и так далее. Соответственно, итог. Книга в целом интересная, но достаточно тяжелая в восприятии, плюс, ну, это какие-то такие общие знания о том, как мы учимся, то есть какие-то общие познания применять на практике это сложновато. Плюс очень много уделено времени и такой концентрации на детях. То есть если вы родитель, да, это вам поможет, это пополнит ваше знание, это немножечко прояснит процессы, которые происходят в мозге ребенка, если вы об этом не знаете, и поможет вам лучше коммуницировать с ребенком, лучше как бы ну, преподавать ему какие-то знания, передавать точнее, поможет вам передавать знания более точно, более полно вашему ребенку. А вот как студенту, там, например, ну, не очень много. А вот вторая книга, от которой я вообще ничего не ожидала, вот честно, как мы учимся, я думала, ну, что-то такое, ну, опять какие-то советы, опять какие-то, все то же самое, ничего нового я оттуда не узнаю, но я решила за счет того, что это такое название, а в комплекте о них рассказать об этих книгах, и, в общем, нужно было ее прочитать. И как же я ошибалась. Вот я просто... То есть на первую книгу у меня были большие ожидания, она меня абсолютно честно разочаровала. На вторую книгу у меня не было никаких ожиданий, и она меня восхитила, потому что вот эта книга, там хотя не так много именно глав и каких-то, кажется, концептов нам рассказывается, то есть там тоже есть обратная связь, ценность, тоже про внимание, про обратную связь говорят, все то же самое, но это написано, во-первых, легко, вам прям интересно читать, то есть там какие-то примеры очень живые, исследования, но
они тоже так интересно преподнесены, что вам интересно читать, вам очень легко воспринимать информацию. То есть язык совершенно другой, подача совершенно другая. И самое главное, очень много практических советов, прям таких четких. Хотите вот так вот, делайте вот так и вот так. Потому что исследования говорят о том, что вот это работает. Если это не работает, давайте следующий, давайте еще наслаивать. Нужно вот, ну, в общем, вот эта книга дает потрясающий конструктор того, как мы учимся. То есть, в принципе, конечно, ну, честно признаюсь, ничего нового того, что я не говорила на канале, но все-таки оно раскрыто под другим углом, оно раскрыто немножечко больше. Плюс я, честно, еще пока вообще даже не дочитала эту книгу, но я уже в полном восторге могу сказать о том, что она интересна. Ну, как бы я ее просмотрела до конца, но я сейчас ее прорабатываю, потому что очень много исследований, которыми я тоже хочу поделиться с вами, много новых вещей, ну, которые подкрепляют то, что я уже рассказывала, и меня это безумно вдохновляет, потому что вот эта книга вдохнула в меня вторую жизнь, ну, как бы заставила полюбить в целом все эти процессы заново. Все-таки есть еще, ну, просто когда очень долго копаешься в какой-то теме, в каком-то направлении, в какой-то момент тебе кажется, что уже ничего нового нету, хотя на самом деле всегда есть что-то новенькое. И, в общем, эта книга мне показала, что есть много чего нового, много чего интересного. Оно, конечно, продолжает то, что уже есть, но как бы доделывает, дотачивает все эти детали, чтобы они все-таки работали вообще отменно. Поэтому вот эта книга по практическому применению идеальна. То есть там много чего, много техник, то есть даже если он там говорит о ценности, кажется, что, ну, как бы, ну, что, ценность, вы должны ценить то, что вы воспринимаете. Но в этой главе заложено еще очень много разных маленьких техник, которые относятся к общему понятию ценности, и которые прям объясняют, что нужно делать, как это нужно применять, с какой стороны подступиться, сколько раз нужно повторять, как нужно придавать ценность и так далее, какая обратная связь. Очень много интересно, кстати, по обратной связи. Ну, я как бы знала об этом, ранее были предположения о том, что вот это работает, вот это не работает, а сейчас все-таки исследования дальше начали углубляться в эту тему и ну, как бы изучать обратную связь, и опять-таки нам рассказывают, какая конкретно обратная связь нужна в обучении. Мне еще понравилось по поводу наставника, там говорят о том, что наставник нужен обязательно, но если у вас его нету, нужен хороший учебный план. Я такая, да, конечно, это то, что нам нужно. Ну, то есть, как бы они предлагают, ну, автор, не они, там один автор. Автор предлагает технику, но если у вас не получается, если у вас там нету возможности или еще чего-то, давайте еще вот эту технику и вот эту технику. То есть он такую прям целую палитру всего дает. И, как вы видите, я в полном восторге от этой книги. То есть это реально то, что вы можете прочитать, наполниться всей этой информацией, сделать обязательно себе закладки, если вы будете ее читать, чтобы потом возвращаться к этим вещам, потому что очень насыщенная информация, очень много советов, очень много практических вот этих всех вещей, и ну, за счет того, что их большое количество, вы не сможете сразу все запомнить, применить, соответственно, периодически нужно возвращаться. Плюс я, конечно же, разберу всю эту книгу до конца, в общем, разберу все исследования, потому что мне неимоверно все это интересно, и буду потихоньку тоже вам рассказывать об этих вещах. То есть, да, я буду повторяться, как я уже это делаю на своем канале, но все-таки каждый раз я что-то дополняю, что-то расширяю, стараюсь более подробно, более понятно об этом говорить. Соответственно, мы к этой книге будем обязательно возвращаться, так или иначе. Плюс я, конечно, в восторге от того, что так много исследований. Я любитель того, чтобы, ну, открыть первоисточник, почитать вообще, что имел в виду автор, потому что в научпопе, к сожалению, иногда некоторые интерпретируют исследования своеобразненько. Поэтому, если вам нравится какая-то тема, я всегда советую брать тот научпоп, у которого есть список литературы, и проверять эту литературу, тоже читать, погружаться. Вы можете очень много чего интересного вынести и расширить свои знания, потому что все равно для книги берется какой-то один маленький факт из исследования. Исследование может быть большим, интересным, и вообще вы можете уйти в другую степь, в которую вам очень сильно понравится. Так что вот мои впечатления о книгах, которые я недавно прочитала, но одну я в целом ее дочитала, но сейчас я более так вдумчиво и разбираю ее прямо на запчасти. Вот мои впечатления. Соответственно, вторую книгу я очень сильно советую, если вам нравится вся эта тема, даже если вам не нравится тема обучения, вот после прочтения этой книги вы
влюбитесь, мне кажется, в этот процесс. И, кстати, автор, что мне очень сильно понравилось, он говорит о том, что процесс обучения не может быть легким, не может быть веселым, задорным. Такого не бывает. Это сложный когнитивный процесс. С этим просто нужно смириться. То, что вам плохо от того, что вы учитесь, то есть вам кажется, что вас сломает, коробит вообще, это нормально. И это очень сильно вдохновляет, потому что иногда кажется, что тебе же вроде нравится этот процесс, тебе же вроде нравится то, что ты учишь, но все равно, ну, тебе не очень хорошо, тебе не очень радостно в какие-то моменты, но это нормально, то есть это освобождает внутренние силы какие-то, и это вдохновляет, честно, дальше учиться. Так что советую. Первую книгу, ну, так, если будет интересно, почитайте. В целом, как мы устроены. Там больше про устройство мозга. Вторая очень практичная. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.